первого шага по улицам Парижа никто не догадывается, что прямо под многолюдными бульварами и сверкающими витринами скрывается настоящий город-призрак. Катакомбы Парижа тянутся на сотни миль под ногами, образуя запутанный лабиринт, в котором легко потеряться даже опытному проводнику. История катакомб начиналась еще в конце 18 столетия, когда из-за переполненных кладбищ останки тысяч людей начали переносить в выработанные каменоломни под землей. Теперь в темноте коридоров покоится более 6 миллионов скелетов. Главное официальное входное отверстие в катакомбы находится на небольшом переулке Авеню Дю-Колонель-Анри, Роль-Тангуи. Однако подземные туннели уходят далеко за пределы туристических маршрутов. Тайные комнаты, надписи на стенах и даже самодельные скульптуры встречаются на каждом шагу. По ночам сюда пробираются исследователи-урбанисты и так называемые катафилы, которые проводят целые ночи в поисках новых залов и скрытых проходов. В середине 20 века полиция обнаружила в катакомбах полностью оборудованный кинозал с электричеством и баром, который таинственным образом исчез спустя несколько недель. Периодически находят загадочные артефакты, включая средневековые монеты и странные металлические устройства. Только представьте, под обычными кафе и жилыми домами скрываются километры пустых туннелей, наполненных эхо шагов, заброшенными арками и непонятными дверями, ведущими в темную неизвестность. Но Париж не единственное место, где тайны спрятаны под поверхностью. На других континентах существуют еще более впечатляющие подземные сооружения, предназначенные не только для хранения, но и для спасения целых городов. Огромные тайные бункеры времен Холодной войны. Во времена Холодной войны под землей, прямо под оживленными кварталами и скромными лесами по всему миру, начали появляться огромные бункеры, о которых знали лишь избранные. В самой глуши штата Вирджиния, всего в нескольких милях от городка Уайт-Салфур-Спрингс, скрывался массивный объект под землей — комплекс Гринбрайер. Построенный в 50-е годы 20 века, он был предназначен для того, чтобы в случае ядерной атаки приютить сотни членов Конгресса и других высокопоставленных лиц. За бетонными стенами толщиной в несколько футов находились полностью оборудованные спальни, больница, студия радио и даже своя электростанция. Двери комплекса весили несколько тонн и были способными выдержать мощный взрыв. В Лондоне под обычными кварталами простирается тайная сеть тоннелей и бункеров, известных как числентная станция. Считается, что эти подземные коридоры связывали секретные штаб-квартиры британских спецслужб и могли быть убежищем на случай химической атаки. Внутри находились десятки комнат, складов с припасами и даже кабинеты для тайных переговоров. На территории бывшего Советского Союза под Москвой скрывается огромный объект с кодовым названием «Объект-300». Гигантский противоатомный бункер, проложенный на глубине почти в 200 футов. Легенды о нем ходили десятилетия, пока в начале 2000-х годов доступ к части помещений не был открыт для исследователей. Там до сих пор сохранились советские автоматы с газировкой, огромные дизель-генераторы и тайные карты, проложенные по стенам. Двери из толстого металла защищают от радиации, а изолированные комнаты способны поддерживать жизнь сотням людей в условиях полной изоляции. Секретные объекты строились и в горах Колорадо, где под горой Шайн работает командный центр, способный выдержать ядерный удар средней мощности. Его тоннели и залы прячутся глубоко в скале, а персонал перемещался по сложной системе шлюзов и герметичных коридоров. Некоторые из этих сооружений до сих пор остаются под строгой охраной, другие стали объектами туристического интереса. Но размеры этих подземных городов и невероятные меры секретности до сих пор вызывают массу вопросов. И все же по-настоящему мистические истории ждут нас на другом конце света, где под обычными жилыми кварталами удалось скрыть настоящие города, уходящие своими этажами вглубь на несколько сотен футов. Секретные подземные города Турции. Еще более невероятные тайны хранит Турция, где под крохотными деревушками Каппадокии были обнаружены настоящие подземные города, которые могут соперничать по размерам даже с современными зданиями. Самый известный из них — Деринкую, случайно найденный в середине 60-х годов 20 века местным жителем, когда он сносил стену в своем подвале. За ней оказался узкий коридор, который вел глубоко вниз. Дальнейшие исследования показали, под этой землей скрывается целый многоуровневый город, раскинувшийся на глубину более 200 футов. Археологи насчитали более 18 этажей. Здесь были продуманные вентиляционные шахты, громадные залы, склады с зерном, винодельни, хранилища воды, кухни и даже школы. Строения соединялись с запутанными коридорами и потайными дверями из камня. Деринкую был лишь одним из целой сети подобных городов. В 30 милях находился Каймаклы, еще один подземный комплекс, где также находили лабиринты комнат и запасы еды, рассчитанные на долгую осаду.
Эти города были связаны между собой потайными туннелями, длина которых достигала нескольких миль. Ученые считают, что подземные комплексы строились постепенно, начиная еще со времен первых веков нашей эры, и служили убежищем для тысяч людей во время нашествий и войн. Внутри находили кувшины с древним вином, орудия труда, костяные иглы и керамику. Некоторые коридоры были настолько узкими, что взрослый человек мог пройти только боком. Свет проникал только через вентиляционные колодцы. На глубине царила кромешная тьма и прохлада даже в самый жаркий летний день. Верхние уровни часто использовались для скота, а глубже располагались жилые помещения. Следами повседневной жизни были отполированные ступени, выдолбленные в камне столы и остатки печей. Острых ощущений добавляла находка тайных капканов и ловушек, которые активировались при попытке пройти несанкционированно. Несмотря на тысячелетнюю историю, часть подземелий до сих пор не исследована полностью. В некоторые туннели уходит только местная легенда и слухи о спрятанных сокровищах или таинственных исчезновениях. Доступ в самые глубокие залы и сейчас строго ограничен. Слишком велик риск обрушения или встречи с непрошенными соседями. После спуска по крутым вырубленным лестницам приходит понимание, насколько велик масштаб незримого мира, который скрывается под, казалось бы, ничем не примечательной поверхностью. Но Турция не единственное место, где поиск подземных тайн манит исследователей. Бывают истории, когда вовсе не города, а пещеры и скрытые гроты становятся тайниками для бесценных сокровищ и древних реликвий. Пещеры, в которых спрятаны сокровища и реликвии, спускаясь еще глубже под поверхность, не только города прячутся в недрах земли. По всему миру существуют пещеры и скрытые гроты, где веками находили укрытие несметные сокровища и забытые реликвии. Одной из самых известных стала пещера Личугилья в штате Нью-Мексико, которую впервые обнаружили лишь в конце 80-х годов 20 века. За узким входом прячется сеть ходов протяженностью почти 140 миль. Во время научных экспедиций были найдены редкие кристаллы, необычные минералы и даже запечатанные в породе древние окаменелости, возраст которых превышает 3,5 миллиона лет. В более глубоких залах ученые зафиксировали уникальные биохимические процессы, что позволило надеяться на открытие новых форм жизни. В Европе не менее легендарной считается пещера Али-Баба в горах Албании, где, как рассказывали местные жители, во время Второй мировой войны спрятали золотые монеты и фамильные драгоценности, чтобы они не достались оккупантам. За прошедшие десятилетия охотники за сокровищами неоднократно пытались найти вход в лабиринт, рискуя оказаться в завалах или встретить непредвиденные ловушки. Иногда удавалось находить старинные серебряные чаши, керамические изделия и украшения из бронзы, замурованные в боковых нишах. В 80-х годах прошлого века группа спелеологов нашла скрытый грот, внутри которого лежали десятки древних монет, покрытых слоем зеленой патины. Еще более загадочной стала судьба испанской пещеры Куэва де лос Трес Охос. В середине 20-го столетия внутри нее обнаружили деревянный сундук, наполненный артефактами эпохи конкистадоров. Среди находок оказались серебряные кресты, резные иконы и старинные документы. Одна из легенд утверждала, что эти сокровища принадлежали беглым монахам из монастыря, который был разрушен пиратами в 16 столетии. В Азии, среди джунглей Малайзии, скрываются известняковые гроты, куда за веками уносили реликвии, спасаясь от воинствующих захватчиков. В 60-х годах 20 века журналисты писали о загадочной пещере близ города Ипох, где группа местных жителей обнаружила резные сундуки с золотыми статуэтками Будды. Позднее часть экспонатов выставили в музее Куала-Лумпура. В отдельных тайниках до сих пор находят кладовые с монетами и старинным оружием, вдоль стен и под каменными плитами. Даже в скалистых горах Америки бытуют истории о пропавших шахтерах и тайниках бандитов Дикого Запада, которые оставляли мешки с золотом в труднодоступных трещинах и подземных реках. Отыскать такие места удавалось немногим, ведь подземелья могут внезапно обрушиться или затопиться из-за дождей. Удивительно, но среди самых неожиданных находок были даже старинные музыкальные инструменты и предметы, свидетельствующие о попытках спрятать не только золото, но и культурные ценности. Все эти загадочные гроты и лабиринты говорят лишь об одном. Под нашими ногами скрывается куда больше необычного, чем можно представить. Но чем глубже человек проникает в такие подземные тайники, тем чаще сталкивается с необъяснимыми явлениями, которые невозможно объяснить ни наукой, ни устоявшимися легендами. Необъяснимые звуки и явления в глубинах шахт
С каждым новым спуском в недра старых шахт исследователи все чаще сталкиваются с явлениями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов. В 19 столетии в шахте Белл в штате Теннесси рабочие услышали странный гул, доносившийся со стороны заброшенных выработок. Гул усиливался по мере продвижения вглубь и сопровождался вибрацией, которую чувствовали даже через сапоги. Однажды группа шахтеров обнаружила каменный зал, где воздух словно дрожал, а эхо шагов отражалось от стен, будто кто-то шел навстречу из темноты, хотя впереди никого не было. В середине 20-го столетия на шахте Кеннебекет в штате Юта инженеры зафиксировали загадочные стуки, похожие на отдаленный перестук молота. Сначала их приняли за отголоски работы механизмов на поверхности, но позднее выяснилось, в эти периоды наверху не работало ни одно устройство. В районе шахты Вале де Грасия в Испании сталкеры сталкивались с едва различимыми голосами и лай собаки, хотя в десятках футов под землей животных быть не могло. Записи, сделанные на старых магнитофонах, фиксировали фрагменты разговоров на разных языках, из-за чего появились слухи о подземных радиопомехах. В Австралии шахта Golden Mile в конце 30-х годов прошлого века прославилась необычными вспышками света в одном из нижних горизонтов. Рабочие утверждали, что в темном туннеле неожиданно появлялась мерцающая голубоватая дымка, после чего у нескольких человек начинались головокружение и ощущение покалывания в пальцах. Эксперты объяснили это спонтанным выделением газа, но после очередного проявления вспышки шахту пришлось на время закрыть. В России на руднике Кулой, где добывали железную руду, не раз слышались звуки, напоминающие ударные волны, без каких-либо видимых причин. По словам местных горняков, иногда в этих туннелях появлялся густой белесый туман, который держался несколько минут, а потом исчезал столь же внезапно, как и возникал. Позже геологи зарегистрировали кратковременное изменение магнитного поля в зоне аномалии, но четких объяснений дать не смогли. Иногда под землей встречаются и таинственные оптические иллюзии. В Северном Уэльсе в начале 20-го столетия целая смена шахтеров покинула рудник, заявив, что увидела впереди туннеля фигуры в белых одеждах, которые словно растворялись в воздухе. Позже ученые установили, что подобное явление возникало в результате переломления света через крошечные капли воды, хотя для самих очевидцев это объяснение не звучало убедительно. Во многих шахтах мира, от Печорского бассейна до заколоченных выработок Калифорнии, продолжают фиксировать непонятные гудения, шелесты и даже ритмичные удары, от чего нервничают даже самые опытные горняки. Некоторым очевидцам удавалось снять звук на диктофон, но при повторном анализе специалисты часто находили только шум и неразборчивое бормотание. Самое странное, в некоторых местах геологи отмечали резкое падение температуры до почти 0 градусов, хотя в соседних галереях сохранялось обычное тепло. В отдельных случаях в таких холодных точках находили кристаллы необычной формы, которые позже забирали для исследований. Под землей не встречается случайных явлений. Здесь нет ветра, нет животных, нет привычных для поверхности источников шума. Любой нехарактерный звук или отблеск света сразу настораживает. Еще более пугающим выглядит затяжная тишина, которая может смениться необъяснимым эхом или даже тихими шагами. И пока одни пытаются объяснить это свойствами пород и особенностями акустики, другие уверяют, в глубинах шахт происходят вещи, для которых у науки по-прежнему нет ответа. Но даже такие аномалии не единственная угроза подземного мира. Каждая новая экспедиция приносит свежие загадки, от исчезающих звуков до необъяснимых видов жизни и таинственных объектов, поднятых со дна. Пока человечество только приоткрывает завесу этих подводных разломов, становится ясно, самые невероятные тайны и открытия еще ждут тех, кто осмелится проникнуть глубже, чем когда-либо раньше, в темное сердце планеты.